Всем привет! Сегодня готовим один из базовых видов теста – рубленое, оно же быстрое слоеное или ленивое слоеное тесто. Из него же мы приготовим универсальную основу для пирогов и два изысканных пирога-перевертыша к вину. Не переключайтесь, вы на канале Жизнь вкусная. Рецепт этого теста прекрасно подойдет для приготовления сладких и закусочных пирогов. Также он хорош для приготовления быстрого домашнего наполеона, рогаликов, крекеров, печенья и еще огромнейшего количества выпечки. Я покажу, как приготовить универсальный полуфабрикат, основу для пирогов. Именно рубленое тесто используется практически во всех американских пирогах, где традиционно сначала готовят так называемую корочку, pie crust, которую выпекают до половины, затем наполняют начинкой и допекают до готовности. Но обо всем по порядку и сперва приготовим само тесто. Список всех ингредиентов я оставлю в описании к этому видео. Я буду готовить рубленое тесто при помощи блендера. Можно готовить его также вручную и рубить масло в муке, либо натирать его на терке. Я же воспользуюсь помощником. Отправляю в чашу комбайна сухие ингредиенты: муку, щепотку соли, лимонную кислоту и нарезанное кубиками, либо произвольными кусочками подмороженное сливочное масло. Очень важно, чтобы оно было очень холодным. Измельчайте масло с мукой до состояния масляной крошки. Теперь вливаю в тесто ледяную воду. Вводить ее я буду частями для того, чтобы словить самую оптимальную консистенцию теста. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте его в холодильник на 1-2 часа. Вы можете приготовить тесто заранее, например, с утра или с вечера, а готовить с ним уже тогда, когда вам это будет удобно. Это тесто можно использовать только тогда, когда оно хорошо охладится, иначе работать с ним будет неудобно, оно будет прилипать к рабочей поверхности. В итоге вы забьете его мукой, и вместо легкой нежной слоистости и хрустящести вы получите плотное, тугое, возможно даже клеклое тесто в готовом изделии. Ну а теперь я покажу, как готовлю основу для пирогов. Я припыляю рабочую поверхность мукой, выкладываю на него охлажденное тесто и раскатываю до желаемой толщины. Обычно эта толщина 2-3 мм. Этого вполне достаточно, чтобы пирог хорошо держал начинку, но теста не было слишком много. Раскатывайте его таким образом, чтобы пласт получившийся был чуть больше, чем диаметр вашей формы для выпечки, для того, чтобы сформировать бортики. Аккуратно обрежьте лишнее тесто с бортиков. Как вы видите на видео, я формирую бортик таким вот образом, чтобы он еще получился и более красивым. Тесто подворачиваю и затем пальцами формирую изгибы. Укладываю на тесто лист пергамента и посыпаю хорошим слоем фасоли или гороха. Я храню такую фасоль в отдельной банке, каждый раз использую одну и ту же. Отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 220 градусов, на 12-15 минут. Достав форму из духовки, снимите аккуратно груз вместе с пергаментом, и ваш пирог готов к тому, чтобы принять в него любую начинку. Теперь давайте приготовим обещанные мной в начале ролика пироги. Это будут пироги-перевертыши с карамелью, но в качестве начинки мы будем использовать лук и помидоры. Если вы любите соленую карамель, вам точно понравится. Почему именно лук и помидоры? Дело в том, что в этих плодах содержится довольно много природного сахара, и при контакте с карамелью эти сахара будут раскрываться, вкус будет становиться насыщенным, и поверьте, с бокалом сухого вина это божественно вкусно. Напоминаю, что список всех ингредиентов будет в описании к этому видео. Тесто для пирогов уже приготовленное ждет в холодильнике, займемся приготовлением начинки. Сперва нужно сделать карамель. Для этого в сотейник я отправляю сахар, а также немного патоки или жжёнки. Включаю под сотейником очень маленький огонь и жду, пока сахар полностью растворится и карамель приобретет янтарный цвет. Добавляю в растопленный сахар масло и энергично вмешиваю его, пока карамель не станет однородной. Разливаю подготовленную карамель по формам, застеленным пергаментной бумагой. Поверх карамели в одну форму я укладываю небольшие томаты черри, а во вторую синий очищенный лук, разрезанный напополам, срезом в карамель.
Овощи я солю и перчу. Теперь я раскатываю охлажденное рубленое тесто в пласт толщиной 3-4 мм и чуть-чуть больше по диаметру, чем диаметр моих форм. Укладываю тесто поверх начинки, слегка подворачивая края к дну. Отправляю пироги в разогретую до 220 градусов духовку на 30-35 минут или до тех пор, пока тесто не приобретет приятный румяный цвет. После того, как пироги будут готовы, достаньте их из духовки и дайте им постоять в форме в течение 10 минут, после чего аккуратно переверните на тарелку или блюдо и снимите пергамент. Уверена, что мои пироги вас заинтриговали и надеюсь, что видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Артеменко.